экране было, можно прокомментировать еще для тех, кто не все понял. На экране был тот самый синтезатор, про который Аля говорила. И каждая... Не только добавить. Да, в середине, да, синтезатор был по краям, пара, а в середине была вставка скриншота из приложения Field. И синтезатор... Давайте скажем про Field. Да, это было приложение, и расскажи, я тоже... Есть такое приложение в смартфонах, Field называется. Это дейтинговое приложение, которое придумали знакомство. Ее отличие главное то, что вначале тебе предлагают сконструировать твою личность. Ты выбираешь из 27 вариантов гендера, из 30 вариантов сексуальности. Потом ты выбираешь свои желания и цели. Все это компонуется в какую-то большую... И, собственно, я зачитывал диалог сконструированный тоже. Он не выдуманный, он создан из предложений, с которыми я общался на Field. Он сконструирован тоже некий диалог. А синтезатор реагировал на диалог, собственно. Да, собирал те среды, которые, собственно, дефинируют данное высказывание, да, по данной фразе. А для чего? Если диалог тоже был... А синтезатор... Диалог — это ремейк, да, это диалог представляет из себя реальные фразы, да? Да, реальные фразы. И для чего нужен был синтезатор? Как говорит Алика, он помогает решить именно какие-то конфликтные вопросы. В Филде, как мне кажется, есть два основных вектора конфликта. Один вектор связан с построением своей личности и сексуальности, определением некоторым, а второй конфликт связан с горизонтальным сообществом внутри Филда, когда сообщество, гетеросексуальное сообщество и гомосексуальное пересекаются друг с другом. И мне показалось интересно, что через визуальный синтезатор, он телесный тоже, и сексуальный, через него можно почувствовать какое-то, найти решение, что как-то так. Синтезатор там находится, или вы изобретаете? Синтезатор, он имеет уже 14 вариантов. А это их синтезатор? Нет, синтезатор Алика. Ну, это вообще разработка института принципиального вопроса, как вы можете представить ситуацию с типологией касания. Здесь соединяется, собственно, интерфейс этого приложения и, собственно, сама эта возможная типология касаний и соответствующая следовая составляющая. Соответственно, каждая фраза выставляется некая среда. Разрыв, зацепление, выталкивание, или говоришь еще что-то. И, собственно, таким образом иллюстрируется типология касаний в каждой ситуации. Вы на телесном уровне непосредственно видите, какой тип касания происходит по двум осям. Осям поведения, осям поведения. Можно мне? Да, конечно. Давайте попробуем. Уже, возможно, мы лучше привыкли специально белый экран, и, может быть, попробуем включить свет. Все приготовьтесь. Да, у меня такой вопрос. А я вижу, что пускается для меня. А у меня вопрос к Антону. Антон, про само движение тела. Вот оно как бы к чему отсылало, да, к тому, что вы вот так неустойчиво стояли и переворачивались. В этом был какой-то смысл, или это эстетическое было решение? А у вас есть идея какие-то? Нет, если бы у меня были, я бы не спрашивала. А мне показалось, что как бы имитация, как бы в кровати лежишь, с планшетом переворачиваешься. Какая-то такая ассоциация. Я тоже так понял, у меня Да? никаких Мне кажется, что это неудобство просто. Ему же жутко было неудобно. Тяжело, да. Вот было ощущение. И то, что вот это неудобство человек переживает, говоря в таком, собственно говоря, чате, который требует откровенности определенного. А здесь, так как это с физическими связано состояниями, вот, прикосновений, там еще что-то, извините, они все помнят, то как раз вот это вот неудобство, это как раз тоже знак. Да, я абсолютно согласен. Это действительно удобство. И
ощущение достаточно тяжелое, на самом деле. Ну, видно, может быть, я напомню, что будет. Я по-другому прочитал. Да, я думал, что я просто не пользуюсь такими вещами, наверное, просто человек старый. Но я думал, что есть вот я прочитал как коллега, что человек в кровати лежит, переворачивается и просто реагирует на вот эти сообщения в этих приложениях. Кровать тоже переворачивается, неудобно иногда, конечно. Я думал, что это связано с неудобством, именно как неудобство. Вы же как-то разрабатываете сигналы тела. Я подумал, что это как раз такое кроватное перекатывание. Да, здесь во многом, на самом деле, важно само физическое действие в этом процессе. Трансформация диалога и физической реальности. Ее можно интерпретировать через постель, или через трудность, или через легкость, наоборот, или потеря опоры, или еще что-нибудь. Варианты разные могут быть. Важно, что она физическая. Мне показалось, что чем неудобнее, скажем так, была сама фраза, тем решение будет неудобно. Чем неудобнее фраза, тем какое-то витиеватое обращение, да? То, что возможно, со стороны это было лучше. Я был погружен.